Преданный должен исполнять свои священные обязанности, предписанные шастрами, не рассчитывая на вознаграждение. Он должен постоянно заниматься преданным служением Господу, стараясь избегать ненужного насилия. Шрила Прабхупада в комментарии пишет: все брахманы, кшатри, вайши и шудры должны исполнять обязанности, предписанные представителями сословия, к которому они принадлежат. Обязанности каждого из 4 сословий перечислены в Бхагавад-гите. Брахманы должны учиться укрощать свои чувства и стараться стать честными, чистоплотными и образованными преданными. Кшатрии от природы наделены склонностью руководить. Они не боятся сражений и щедро раздают пожертвования. Вайши, коммерсанты и земледельцы ведут торговлю, заботятся о коровах и занимаются сельским хозяйством. А шудры, рабочие, не обладая большим разумом, должны служить представителям высших сословий общества. В Бхагавад-гите сказано: «Свакармана тадабхарча». Какое бы положение ни занимал человек, он всегда может служить Господу, исполняя предписанные ему обязанности. Не следует думать, что служить Верховному Господу могут только брахманы, но не шудры. Каждый человек может служить Верховному Господу, выполняя предписанные ему обязанности под руководством духовного учителя, который является представителем Верховной Личности Бога. Никто не должен думать, что обязанности, которые он исполняет, не так почетны, как обязанности других сословий. Брахман служит Господу, используя данный ему разум, а кшатри служит Господу, применяя свой военный талант, как это делал Арджуна. Арджуна был воином, и у него не было времени изучать веданту и другие философские труды. Девушки в Раджабхуми принадлежали к сословию вайши. Они ухаживали за коровами и работали в поле. Приемный отец Кришны, Нанда Махарадж, и его подданные тоже были вайшами. Все они не были образованными людьми, но это не мешало им служить Кришне, любя его и отдавая ему все, что у них было. Известно также немало примеров того, как Кришне служили чандалы, стоящие на социальном лестнице ниже шудр. Другой пример – мудрец Видура, которую считали шудрой, потому что его матерью была шудрани. На самом деле происхождение человека не имеет никакого значения, поскольку в Бхагавад-гите сам Господь говорит, что каждый, кто занимается преданным служением, достигает трансцендентного уровня. Любые предписанные обязанности почетны, если люди исполняют их как предписанное, как преданное служение Господу, не рассчитывая на вознаграждение. Преданное служение должно быть беспричинным, непрерывным и спонтанным. Кришна неотразимо привлекателен, и наш долг служить Ему, чем мы только можем. В этом суть чистого преданного служения. Другое заслуживающее внимание слово, употребленное в этом стихе, «натихимсина», что значит «стараясь избегать насилия и убийства». Если преданный вынужден применять насилие, он должен ограничиться необходимым минимумом. Люди иногда спрашивают: «Вы призываете нас не есть мясо, а сами едите овощи. Разве это не насилие?» Мы отвечаем: мы согласны с тем, что потребление в пищу овощей является насилием. Вегетарианцы также живут за счет других живых существ, поскольку овощи тоже живые. Непреданные забивают коров, коз и других животных, употребляя в пищу плоть, но преданный, который является вегетарианцем, также совершает убийство. Однако этот стих ссылается на очень важный закон природы. Каждое живое существо вынуждено поддерживать свое существование, убивая других живых существ. Дживо дживася дживанам. Одно живое существо живет, питаясь другим. Таким образом, человек имеет право применять насилие, но только в пределах необходимого.
Человек не должен есть то, что не предложено Верховной Личности Бога. Ягьяни шишена станта. Питаясь тем, что было предложено Ягги, Верховной Личности Бога, человек освобождается от всех своих грехов. Поэтому преданные есть только просад, пищу, предложенную Верховным Господом. Кришна говорит, что когда преданный предлагает ему блюдо, приготовленное из овощей и фруктов, он принимает это подношение. Преданный должен предлагать Кришне только вегетарианские блюда. Если бы Верховный Господь хотел есть животную пищу, преданный мог бы предлагать ему мясо. Но Господь не велит этого делать. Мы вынуждены применять насилие, таков закон природы. Однако при этом мы не должны переходить границы дозволенного, которые установлены самим Господом. Арджуна убивал других, хотя убийца это безусловно насилие, он убивал врагов только потому, что такова была воля Кришны. Точно так же, если мы применяем насилие, необходимое для того, чтобы исполнить волю Господа, наше действие называется натихимца. Полностью избежать насилия невозможно, поскольку обусловлено существование сопряжено с насилием. Но мы должны прибегать к насилию только в случае необходимости или тогда, когда оно санкционировано Верховной Личностью Бога. Перевод текста еще раз. Преданный должен исполнять свои священные обязанности, предписанные шастрами, не рассчитывая на вознаграждение. Он должен постоянно заниматься преданным служением Господу, стараясь избегать ненужного насилия. So here Lord Kapilade is explaining the process of devotional service to the Lord. Капиладе здесь объясняет процесс преданного служения Господу. That a devotee should be very dutiful. Преданные должны быть очень обязательны. This is also explained in the Bhagavad Gita. В Бхагавад-гите об этом также объясняется. That a devotee should execute his duties without personal interest. Преданные должны исполнять свои обязанности без личного интереса. But rather as a service, as an offering to Guru and Krishna. Ну, скорее как служение, предлагаемое Гуру и Кришне. Of course, we all have our particular nature, our particular abilities. У каждого, конечно, из нас есть свои природные наклонности, способности, таланты. So better to engage devotees in those activities in which they'll be more productive. И, конечно, лучше занимать преданных в том служении, в котором они будут больше продуктивны. But nevertheless, at least in early stages, say boy is sent to Gurukula, or a devotee is a young devotee, it's good to learn to perform different kinds of activities. И хорошо, конечно, на ранних стадиях, например, в Гурукуле, когда обучаются мальчики, или в начале преданного служения, можно делать разные виды служения. Just like Krishna and Balaram, they were sent to Gurukul by their father, Gurukul of Sandipani Muni. And there they studied many different arts and sciences. Отец послал Кришну Балараму в Гурукулу, и там они изучали разные виды наук. Just like also we, when we went to school, in primary school, we studied, many subjects. Then we moved to the higher school, also studied many subjects. Then gradually concentrated more on specific area, and then at the last years of school, very focused on just few subjects. Как вначале также мы шли в школу и изучали разные предметы, потом далее мы концентрировались на более определенном предмете, пока более на высоких уровнях образования мы изучали какой-то определенный предмет. So it's good to have a broad experience. И это приносит более широкий опыт. But in the course of time, it will be seen, which type of
activity, which kind of topics or subjects are more suitable for individual persons. И со временем станет ясно, какой тип предмета более подходит для определенного человека. Just like if someone joins a temple, then he may do different services like cutting vegetables, cleaning the floors, whatever, even going on Sankirtan. Когда присоединяется человек к храму, он может делать разные служения, например, чистить пол, мыть, овощи резать, ходить на санкиртану, разные служения. This is a good experience, gives broad experience. Это приносит больше опыта, дает большое, широкое представление. Also, it teaches a devotee to be ready to perform whatever service is И necessary. это учит также преданным выполнять служение любое, какое необходимо. Shrila Prabhupada explained that third-class devotees can only be engaged in the services that he likes to do. И Шрила Прабхупада объясняет, что третьего уровня типа преданный, он выполняет служение только какое ему нравится. If we ask him to do something else, he say sorry. Если его попросить что-то сделать другое, он скажет извините. But second-class devotee, he is ready to do whatever service he is asked to do. Второго типа преданный, он будет исполнять служение, которое его попросят. Even he doesn't particularly like, he does it as a matter of duty. Даже если ему не нравится это, он будет делать как долг. This develops a very good mentality, a submissive mentality. Это развивает очень хороший менталитет покорности, смирения. Ready to do whatever is needed. Готов делать все, что надо. And the first class devotee, he doesn't even need to be told what to do. А первого уровня преданный, ему даже не надо говорить, что делать. He's already trained and he already understands what is the mission of the Sankirtan movement and the spiritual master. Он обучен и понимает, какова миссия и что надо делать в служении для духовного учителя. And the Sankirtan movement. И в движении Санкиртаны. In this way he can take responsibility for spreading the Sankirtan movement and engaging other devotees. И так он может принять ответственность, заниматься служением в этом движении и занимать других. So, in this way, devotees can be trained gradually to come to the higher level of commitment in Krishna consciousness. Так постепенно он обучается подняться на более высокий уровень предания себя. So this concept of prescribed duties is very important in Krishna consciousness. Эта концепция предписанных обязанностей очень важна в сознании Кришны. And one should learn to do those prescribed duties without hankering for personal benefit. И человек должен научиться выполнять эти обязанности, не стремясь к личной выгоде. You can endeavor to get some good result for the purpose of offering that result to Guru and Krishna. Он должен делать усилия, но для того, чтобы предложить это хороший результат Гуру и Кришне. When we say that a devotee should not be attached to the results, it doesn't mean that he can perform his service carelessly. Когда мы говорим, что преданный не должен быть привязан к результатам своей деятельности, это не значит, что он должен безответственно все выполнять. He's cooking and doesn't, that's my duty to cook. But it doesn't matter what it tastes like, I'm performing my duty without attachment to the results. Например, когда он готовит, мне же надо сготовить, а как мне сготовить? Без разницы, вкусно, невкусно, моя обязанность готовить и все. Я же не должен быть привязан. Or any service for that matter, it doesn't matter what the result is, I'm not attached to the result. Или любое другое служение, какая разница, какой будет результат, я не привязан. But that's not the meaning of not being attached to the results. Не таково значение
этого, не быть привязанным к результату. Not being attached to results for one's own enjoyment, that's the point. Не быть привязанным к результатам в смысле не иметь интереса собственного наслаждения. But we should try to do our service in a nice and productive way. Но надо делать служение должным и продуктивным образом. Because we want to please Krishna, we want to help to spread the Sankirtan movement. Потому что мы хотим доставить радость Кришне и распространить это движение. Therefore, we should learn, try to learn to do our service effectively and productively. Поэтому мы должны учиться делать служение эффективно и продуктивно. But then again, you know, sometimes for whatever reason, the result may not come out so well. But there again, we can't be overly attached. И по какой-то причине может случиться так, что результат нашей деятельности не будет очень хороший. Поэтому мы здесь также не должны быть привязаны. Result ultimately is up to Krishna. Результат в конечном итоге зависит от Кришны. We try our best, but ultimately, whatever result comes, that is, we have to accept the mercy of the Lord. Мы делаем все, что возможно, но какой бы ни был результат, это зависит от милости Господа. So here in this purport, Shrila Prabhupada is explaining that all kinds of persons can serve Krishna. Здесь Прабхупада отмечает, что все типы людей могут быть заняты в служении Кришне. According to their particular mentality, their particular nature. В соответствии с их определенным менталитетом, природой. Just like Brahman, Kshatriya, Vaishya Sudra, they all have different natures, but there's a need for all different kinds of persons in the society. Есть кшатрии, вайши, шудры, браманы, все у них своя природа, и в обществе нужны люди всех этих видов. The main thing is there should be cooperation between them. И должно быть сотрудничество между ними. In order to develop cooperation, we also have to perform some activities together, certain common activities. Чтобы вместе развить сотрудничество, мы должны действовать в едином духе, делать служение совместно. Certain activities. Какой-то определенную деятельность. Especially chanting the holy names of the Lord. Особенно воспевание святых имен Бога. That should be done together, congregational chanting. Это должно быть делаться вместе, совместное воспевание. We are hearing from the scriptures together. Или мы вместе также слушаем священное писание. We are worshiping the deities together. Мы также вместе поклоняемся Господу. At least generally we are all coming and offering obeisances in a temple. Потому что мы вместе приходим и предлагаем свои поклоны. But then again, there are other services which are individual for particular persons. Но есть также служения, которые индивидуальны для определенного человека. Someone is a pujari, somebody is a cook, someone is a sankirtan devotee, someone is a manager. Пуджари, кто-то готовит, кто-то на санкиртан идет, кто-то менеджер. So in this way, there are activities performed commonly together, and also activities which are specific to specific devotees. Так что есть деятельность, которая выполняется со всеми вместе, и индивидуальное служение. But the overall goal is to cooperate nicely in the service of Krishna to spread the Sankirtan movement. Но цель сотрудничать совместно и для расширения движения Господа Чайтаньи. So we find guidelines for developing proper consciousness here in this chapter, in other parts of the scriptures, in the Bhagavad Gita. Так что мы должны определить главные задачи, которые также описываются здесь, в Бхагавад-гите. Especially we have to learn how to develop the proper mentality, the proper consciousness. Особенно как развить правильный менталитет, сознание. The more a person has got personal interest, the more he may become subjected to different kinds of reactions for that. Чем больше у человека есть интерес собственного наслаждения,
то больше он будет получать разного вида реакции. A materialist is a very, desirous of getting results for his own benefit, and therefore has to suffer reactions. Материалисты, например, у них много желаний для собственного интереса, поэтому они вынуждены много страдать. Even devotees may get certain kinds of reactions, although we generally don't consider that to be ordinary karma. И преданные также могут иметь определенные реакции, хотя обычно мы не считаем это обычной кармой. There are different kinds of devotees, nishkama devotees and sakama devotees. Есть разные преданные, нишкама преданные, сакама преданные. Nishkama means free from material desire, and sakama means having material desires. Нишкама значит свободный от материальных желаний, сакама имеющий такие. Шрила Prabhupada explains that the demigods, they are devotees, but they're sakama devotees. Шрила Прабхупада объясняет, полубоги это преданные, но это сакама преданные. And because of their material desires, they get some reaction. Из-за их материальных желаний они получают определенные реакции. That reaction comes in the form of harassment from demons. И реакции эти приходят в форме нападений демонов. So we see demigods often have to fight with the demons. Мы видим, часто им приходится сражаться с демонами. But when they're in difficulty, they appeal to Krishna or Vishnu, they take shelter of the Lord. Но когда они в трудности, они взывают к Кришне или Вишну принять у него прибежище. And the Lord reciprocates by coming to help them and protect them in various ways. И Господь отвечает им, приходит, защищает их разными способами. Helps them to defeat the demons. Помогает им победить демонов. Because Krishna is a protector of his devotees. Потому что Кришна защитник своих преданных. Of course, Krishna especially likes the service of nishkama devotees. Конечно, Кришне нравится больше служение его преданных нишкама. Those who are fully surrendered, those who have no personal interest. Которые полностью предались и не имеют собственного интереса. This pure devotional service. Заняты преданным, чистым служением. That is most attractive to Krishna. Это наиболее привлекательно Кришне. And obviously, nishkama devotees have more intimate relationship with И, конечно, нишкама преданные имеют более тесную связь с Кришной. Devotees who are sakama, who have material desire, they get distracted to some extent by their material desires. Сакама преданные, они тем или иным путем своими материальными желаниями по-разному приходят в беспокойство. But still, if they continue to focus on devotional service and practice on devotional service, Krishna accepts. И все же, если они пытаются фокусироваться, концентрироваться и хорошо исполнять преданное служение, Кришна принимает. Is not on the same level as nishkama devotee, but still he's a devotee. Не такого преданного он, не такого уровня, как нишкама предан, но все равно преданный. Of course, amongst those who are sakama, there are also different levels. И среди тех, кто сакама преданный, среди них есть разные уровни также. Earlier in this chapter, Kapila Dev explains how devotees may be affected by mode of ignorance or passion or goodness. Ранее здесь Капила Дев объясняет, как преданные могут быть под влиянием или обеспокоены разными гунами природы. Someone who is very influenced by mode of ignorance, he has a tendency to think he's better than other devotees. Тот, на кого влияет гуна невежества, он обычно думает, что он лучше преданный. He easily gets proud, he easily becomes angry. Его легко разгневать, он очень гордый. He may become envious of other devotees. Он может другим преданным завидовать. So in this way, these kind of impurities, they cloud his practice of spiritual life. Так что такого вида загрязнения, они закрывают, как облака, его преданное служение. But still, if he's a devotee, if he keeps trying, he can maintain his connection to Krishna. Но если он все же преданный и продолжает стараться служить, то
Кришна, can maintain his connection to он Krishna. может поддерживать свою связь с Кришной. And gradually, the impurities can be reduced. И постепенно его загрязнение будет уменьшаться. That process could even take several lifetimes. И этот процесс может занять даже несколько жизней. Of course, Prabhupada, he would press on us to, try to finish your business in his lifetime. Прабхупад всегда нас вдохновлял закончить это дело в этой жизни. Finish up your material desires and hankerings and become pure devotees in this lifetime. Закончить свои материальные желания и стремление ко всему этому, и стать чистыми уже в этой жизни. That is a goal, of course. Это цель, конечно. But it's not so easily attainable for all. Но это не так легко достижимо для всех. But at least we should keep on the right path. Но, по крайней мере, мы должны держаться правильного направления. Also, Kapila Dev explained how a person very affected by the mode of passion, devotees, may hanker for position or for respect or for wealth from devotional service. Также он объясняет, если действует гуна страсти на преданного, он может стремиться к славе, к положению какому-то занимать, к богатству от преданного служения. But these things create disturbance in his consciousness. И такие вещи, они беспокойство наводят в его сознании. And they can also create disturbance in the society of devotees. И беспокойство могут также и в обществе от этого быть. So better are those who are strongly influenced by the mode of goodness. И лучше. Еще есть кто на них влияет гуна благости. This is better than passion or ignorance, of course. И это лучше, конечно, чем страсть и невежество, когда влияет. Such devotees are very careful in their practice. They're very regulated. Такие преданные, они аккуратны, внимательны, регулярны в своем служении. They're very regulated. И их служение, оно урегулируемое. And they're very focused on the goal of trying to make spiritual advancement. И они сосредоточены на цели делать прогресс в духовной жизни. But there also be personal interest. I want to make spiritual advancement. Но у них также есть собственный интерес. Я хочу делать духовное продвижение. Well, that's much better than having so many material desires. Но это, конечно, намного лучше, чем иметь разные много желаний. Or being envious or angry or whatever. Или злиться, или завидовать всем. Those who are in the mode of goodness can control their senses and mind much better. Те, кто в благости, они способны контролировать чувства и ум лучше. But still there's a higher level. Но все же есть еще и высший уровень. That is Shuddha-sattva, pure devotional service. Это шудасадва, чистое преданное служение. But devotional service in the mode of goodness, that is the springboard, we can say, for going higher. Но преданное служение в неблагости, мы можем сказать, что это трамплин для того, чтобы подняться выше. It's like the runway from which to take off and go back to or go to a higher level and go back to the spiritual world. Это как то, что может помочь нам подняться выше и вернуться в духовный мир. Pure devotional service is devoid of self-interest. Преданное чистое служение, оно в нем нет интереса собственного. Only desire to please Guru and Krishna. Только желание доставить радость Гуру Кришне. Just like the gopis, when Krishna had a headache, Narada Muni, or Krishna asked Narada Muni to bring dust from the feet of his devotees. Как тогда, когда у Кришны разболелась голова, он попросил Нараду достать, как лекарство, пыль со стоп преданных. He asked different devotees and they refused. If the dust of our feet touches Krishna's head, then we will go to hell. И Нарада пытался достать пыль со стоп преданных, но многие говорили, как же я могу дать эту пыль, ведь я пойду в ад, если она тронет головы Кришны. That means they had a self-interest.
Это значит, что у них собственный интерес присутствует. They are more concerned about their own situation than about curing Krishna's headache. Это значит, они заботились о собственной ситуации, о собственном положении, нежели о том, что голова у Кришны болит. But when Krishna asked the gopis, they said, yes, take the dust from our feet. Doesn't matter if we have to go to hell. Но когда попросили пыль у гопи, они сказали, конечно, пусть возьмет, без разницы, в ад мы пойдем или нет. As long as Krishna's headache is cured. И мы можем в ад пойти, лишь бы у него голова не болела. So they were not concerned about their personal interest, they just wanted to satisfy Krishna. Так что им до собственного положения не было дела, лишь бы Кришна был доволен. So that is the highest level, full surrender to Krishna. Вот это высший уровень, полная преданность. But we can't artificially go there. Но мы не можем искусственно этого достичь. We have to move gradually, step by step. Это искусственно это делать. Надо добираться туда постепенно. So that's why it's important to learn the process of surrendering, be willing to do whatever service is asked for us. Поэтому надо учиться этому искусству преданности, делать служение, которое нас просят. But at the same time, it's good to develop and cultivate a particular service that is very suitable for the individual person. И, конечно, развивать и делать служение, которое подходит определенной личности. You have to develop the correct mood, the correct consciousness. В это время надо развивать определенное настроение, определенное сознание, Or the correct. правильное сознание. But at the same time, so that devotees will be more productive and more happy in their service, we have to try to engage devotees in the most suitable way. И чтобы были преданные более продуктивны и счастливы в своем служении, надо занимать их как раз по их природе. Let each devotee develop his particular service to the best of his ability. Пусть преданный развивает свое служение максимально в своем способностях. But at the same time, develop the proper consciousness. И в то же самое время развивает правильное сознание. And also at the same time, we have to develop general cooperative consciousness amongst all the И devotees. в то же время надо развивать общее, совместное сознание со всеми преданными. Therefore, temple worship, coming together for programs, kirtans, taking prasadam together, these activities are all very important. Поэтому деятельность служения, программы, киртаны совместные, служения, прасад и так далее совместно очень важно. In this way, devotees can encourage and inspire one another. Так преданные могут вдохновлять и воодушевлять друг друга. And more effectively spread the Sankirtan movement individually and collectively. И более эффективно распространять движение Санкиртаны как индивидуально, так и совместно. So, Hare Krishna. Харе Кришна. Any questions? Вопросы, пожалуйста. Yeah. So I have a question. In lecture you said that there are three classes of devotees, and how you become a devotee of first class? Вопрос такой, что вы сказали, три есть вида преданных. Как развить, как стать преданным первого класса? Well, that's a gradual process. Это постепенный процесс. We may begin on the third class level and move to the second class. Мы с третьего можем начать и на второй двигаться. That's why, there is stress on doing one's prescribed duties, surrender. Поэтому такое ударение на том, что делать предписанные обязанности, предаваться. That helps us, even we do things which we don't particularly want to do, but that helps us to develop the mood of surrender. Поэтому важно делать служение любое, какое, может быть, даже и не нравится, но это развивает дух преданности. But in general, follow the process. Но, в общем,
просто следовать процессу. Keep on chanting as much as possible. Продолжать воспевание как можно больше. Try to improve the quality of our chanting. Пытаться качество воспевания улучшать. This will give us spiritual strength, spiritual enthusiasm. Это даст нам больше духовного энтузиазма и силы. Teach us to be happy in all circumstances. Научит нас быть счастливыми в любых ситуациях. To tolerate all kinds of difficulties. Разные виды трудностей преодолевать. It's good for devotees, to go through tests and difficulties. Это хорошо для преданных проходить через испытания, трудности. But always remain fixed in the goal of practicing Krishna. Но всегда при этом оставаться сосредоточенным на цели практиковать сознание Кришны. Yes. Ultimately, of course, Krishna's mercy. We hope to attract Krishna's mercy. Конечно, в конечном итоге это милость Кришны. Мы надеемся привлечь милость Кришны. But from our side, we have to make the endeavor to try to please Krishna. А со своей стороны мы должны делать усилия пытаться обрадовать Кришну. Кришна, когда готовишь на кухне для Кришны, я знаю, что нужно не привязываться к результату, чтобы максимально эффективно готовить. Но ты понимаешь, что это тебе потом вкушать, особенно если дома просто делаешь. Если в храме, то чуть-чуть попроще. Как культивировать правильное сознание, когда готовишь, чтобы совсем не привязываться к результатам своего труда, служения? How to cultivate proper consciousness, not to get attached to a particular service. Therefore, say I am a cook. What he was saying is something about at home, opposed to keeping it happy. Как в доме, как дома, да, еще? Да, дома как бы в любом случае тебе потом это вкушать, и как не привязаться, что как бы вот это все равно мне это потом кушать. At home you might think that I eat myself, no problem, so it's like you feel less responsibility. Well, that's why Prabhupada recommended that grihastas have some altar at home, deity. Поэтому Прабхупада всегда советовал, чтобы у грехаст был дома алтарь, божества. So there, your home is a temple. Also, you're trying to serve Krishna, please Krishna. Дома храм, и вы там пытаетесь также служить и всегда доставить радость Кришне. I think that if as often as you can, as often as practical, come to the temple, associate with devotees, so that you can learn from the mood of the devotees in general. И часто, если посещать храм, можно научиться настроению преданных в храме, как они это делают. When we come to the temple, we see how the deities are being served nicely. Мы приходим сюда и смотрим, наблюдаем, как преданные должным и правильным образом служат к божествам. So in that way, we can also learn the mood, and at home we can also perform our services in the same mood. Так мы здесь видим и учимся этому настроению и привносим это настроение также домой. Of course, this is a gradual process. Конечно, всегда это постепенный процесс. But the same thing applies ultimately. The same principles apply in the temple and Но в конечном итоге все эти принципы приложимы как и в храме, так и дома. Боги получают в виде реакции нападения демонов на них за их материальные желания. И мы знаем, что у чистых преданных, у которых нет материальных желаний, тоже много ситуаций, где их доставляют большие страдания даже. Причина их страданий. Да. И как воспринимают вот эти проблемы чистые преданные и те, которые есть материальные желания. So, you said that demigods are harassed by the demons because they have some desires
But some, many cases, the pure devotees also have some problems and harassment from some many ways. So why does it happen? And what the mood and reaction of that pure devotees? Well, Vishwanath Chakravarti Thakur, he says that if we see a devotee is sick or has some difficulty, we shouldn't think that it's ordinary karma. Вишванат Чакраварти Тхакур говорит, что если мы видим страдания или болезнь чистого преданного, мы не должны думать, что это его карма. We should think that this is a test Krishna is giving him to help him become more surrendered. Мы можем думать, что это Кришна дает ему проверку или испытание, чтобы он пройти через трудности, чтобы стать более чище и служителем. A devotee, so that's how devotees should look at other devotees. Это как преданные смотрят на другого преданного. Of course, those who are more senior, they may see that some devotee is making some mistake and therefore he's getting some, bad effect. Более старший преданный, он может смотреть на более низкий уровень и видеть, что это произошла какая-то реакция за какую-то ошибку. So he may give him some advice how to correct. И может дать ему какой-то совет, как исправить эту ситуацию. But still, we should think that he's a devotee and Krishna is, testing him. И обычно мы думаем, что он преданный, Кришна его проверяет. From one's own side, a devotee should think that actually I'm getting some reaction because of my previous activities. Лично преданный о себе думает, что я получаю реакции за какие-то свои прошлые действия. Actually, the reaction should be much greater, but Krishna has minimized it. И эти реакции на самом деле должны быть куда более жестче, но Кришна их минимизирует. So the devotee is humble and he thinks I deserve to get some kind of reactions. Преданный смиренен, и поэтому он думает, я заслуживаю всякие реакции. Yes, Madhuri. Я хотела спросить. Допустим, люди кончают высшие заведения. Допустим, одна категория не работает по тому виду, который не закончили. Другая категория, которая кончает высшие учебные заведения, но они не работают. Они уходят в какие-то другие отрасли. Как можно считать, к какому виду сословия относится вот такое, когда вот так вот происходит? Some gets educated from some high education university and does not work by his specialty, and another one he works. But in this way, how can we understand what the varna of the particular person is? I think through, in the course of time, in the course of a person performing devotional service, it can be seen, in what service he's more productive. Это, я думаю, что в процессе преданного служения можно будет наблюдать, какой вид преданного служения получается у человека более продуктивно. I mean, a person may have a particular kind of education, but that may be because his parents wanted him to study a particular subject. Может быть, человек закончил высшее образование, но побудили его, может быть, к этому родители. And it may not be so suitable for him to work in that way in the future. Для него, может быть, это не очень свойственно работать в этом направлении. Or maybe when he was young he had particular desires, but then he took to devotional service and he realized that the subject that he was studying is not so suitable for him. Или когда он был молодым, он поступил куда-то, а потом стал заниматься преданным служением и понял, что на самом деле то для него не столько и важно, или
предназначено для них. So I think devotees can understand by their own experience and also by the observance of other senior devotees. Так что на своем собственном опыте и от других преданных, которые наблюдают за ним, это может быть определено со временем. Хотел спросить, какого вида сословия непреданные? Как вот в смысле сословия ты говорил? Прабхавиши, шудры, брахманы. Как бы вот так? Я имею в виду вот в этом смысле. Касаемо Человек высшее заведение. О чем это говорит? Шудра он не пойдет в высшее заведение, да? Как бы, вот они с 8 класса, они уже не идут, они идут на завод куда-то там. Вы спрашиваете о непреданных, Да, так? пусть и непреданные, да. Вообще, какой вид тогда сословие, тогда как определить? Вот про сословие и отвечали, что определит это со временем, как он будет служение делать, так и другие преданные также подскажут. И он определит, что ему лучше, когда он будет заниматься служением со временем. Это для преданных отвечать, да? Про сословие ответ. Они преданы. And what concerning non-devotees? Well, we can see what type of work they do, what type of over a course of time as they grow older, it can they'll tend to get involved in a kind of work which is suitable for them. Это мы можем видеть по их занятости, какое они служение, какую они работу, вернее, делают со временем, как они взрослеют, и они видят и чувствуют, и какая работа более подходит им. Вот поэтому можно судить. But of course, I mean, in a modern society, there is so much industrialization. Но в современной, конечно, обществе, цивилизации такое большое сейчас засилие индустриализации, Which forces many people to work as sudras, even if they're not so suited for that. что заставляет просто многих людей работать как шудры, как рабочие, хотя он может быть и другого склада. And in some, well, you already had some experience in Soviet Union, right, of that kind of thing. У вас сам есть этот опыт, как у нас было при социализме, все пролетарии соединялись и работали. In Cambodia, I mean, it's well known that when Khmer Rouge came into power, they wanted to, create, what we say, agrarian paradise. So they drove all the people out of the cities into the country, into the countryside. Также, например, другие страны, как Камбоджа, когда Камерун пришел. Khmer Rouge is communist. Да, коммунист пришел к власти, и он захотел сделать аграрный или сельскохозяйственный рай у себя в стране, и всех из городов погнал в села. They'll all go and, be humble sudras working in the fields. И все эти... That was the idea, that everyone will go and become a humble Sudra working in the fields. И вот он так, что... It's not, Khmer Rouge is a party, it's not a person. И вот его партия так и сделала, что все стали смиренными рабочими на полях. And millions of people died. И миллионы людей погибло из-за этого. Even people, they would shoot, professors, doctors, even people who were wearing glasses. They used to often shoot them because they were more like intellectuals. И они хотели, чтобы все работали на полях, и кто выглядел как интеллектуал, как профессор, даже те, кто носили очки, их расстреливали. Ужасно было, адские условия. But that is that's extreme example. Ну, конечно, это из области уже экстремальных примеров. But still, if we're always thinking we have to create more and more big factories and industrialize it, therefore we have to force more and more people into the,
Sudra type of occupation. Также и здесь, если считается, что надо делать больше заводов, больше индустриализации, то, конечно, приходится всем людям, многим заниматься в этих сферах, Which is not so suited for them. которые для них, может быть, и не подходящие. It's very unfortunate if people have to go and just slave in a factory, you know, when it's not their nature. Конечно, это очень неудачно для них, это несчастная для них ситуация, идти и становиться рабами на заводах, хотя у них могут быть разные таланты. We want to try to engage people in activities that they're suited for, so they'll be happier and more productive. Так что мы должны людей пытаться занять в их собственных способностях, талантах, чтобы они были продуктивны и счастливы. But another point is, it's not so important to be always trying to categorize people, Brahman, Kshatriya, Vaishya, Sudra. Также важно Not so important. не разделять, не стараться разделять людей на эти категории. Ага, этот вайшя, это шудра, это кшатрия. You know, we shouldn't be labeling, you know, so and so das Sudra, so and so das Kshatriya. Мы не должны так разделять на категории людей или преданных. Такой-то Кришнадас Шудра, такой-то Кришнадас Вайшя. Вот как раз продолжение этого вопроса. В Шримад Бхагаватам 7.2 описываются эти сословия и говорится, что шудрам присуще такое качество, что у них должно отсутствовать лицемерие и ложь, у шудр даже. Насколько в этом свете вообще корректно говорить в нашем случае о варнашраме? So in 7th canto of Srimad Bhagavatam, it is when described about qualities of those varnas, and when they said about Shudra's qualities, that they don't have hypocrisy and they don't have a propensity to lie. So it's even concerned even Shudras. So what so how is it? Is it to speak about varnas in general? If it doesn't happen in our society, such real Shudras, they actually have those qualities. Anyway, that's a gradual process. It's a gradual process. That's the goal, to come to that level. Это так иначе постепенный процесс, и это цель прийти к таким качествам. Okay, Hare Krishna. Харе Кришна. Randarat Srimad Bhagavatam ki jai. Shrila Prabhupade ki jai. Hare Krishna.